Украина согласна на заморозку войны, фактическое признание потери территорий, резонансное заявление с Банковой. Путин идет на компромисс. Условия сделки с Киевом изменены. Новый приказ Кремля. От чего отказались? Встречи быть, но не сразу. В России официально признали, что Путин готов говорить с Зеленским. Но прежде ему поставили ультиматум, чего потребовала Москва. Капитан ВСУ в отставке и бывший сотрудник СБУ задержан в Италии по подозрению в подрыве Северного потока-2. Детали громкого дела. Флот России наносит удар «Искандерами», а Зеленский официально подтверждает успешное испытание украинских баллистических ракет «Фламинго», что анонсировала Украина. Тотальный контроль. В Казахстане новые правила. Вся информация о передвижениях граждан будет стекаться к силовикам. Подробности. Литва закрывает небо на границе с Белоруссией. Россия меняет генералов, а под Смоленском найден белорус, который 19 лет назад пропал без вести и много лет считался умершим. Но он жив. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. Громкое задержание и заявление из Берлина. В Италии поймали украинца, которого подозревают в подрыве Северного потока-2. 49-летнего Сергея К., именно так его называет следствие, задержали в Сан-Клементе. При этом вышли на его след благодаря тому, что он зарегистрировался под своим настоящим именем в отеле недалеко от города Римини. Теперь вместо пляжа тюрьма и ожидание суда в Болонье. Германия требует его экстрадиции. The Wall Street Journal пишет, что задержанный является отставным капитаном ВСУ и служил в СБУ. Это первое громкое задержание по делу о самой загадочной диверсии последних лет. По версии немецкой прокуратуры, Сергей был одним из координаторов группы, которая заложила взрывчатку на газопроводах у острова Борнхольм. Для операции могли использовать арендованную яхту с поддельными документами. Спецоперацию по задержанию в немецком министерстве юстиции назвали впечатляющим успехом. При этом дали понять, несмотря на то, что задержанный украинец, поддерживать Украину никто не перестанет. Мы твердо поддерживаем Украину в политическом плане. Россия уже 3 года ведет ужасную агрессивную войну против Украины. Мы стоим на стороне Украины и будем продолжать поддерживать Украину. Однако для меня важно, чтобы в Германии мы были правовым государством и последовательно расследовали преступления, совершенные в пределах нашей юрисдикции. Взрывы на Северном потоке прогремели в сентябре 2022 года. Европа потеряла главный газовый маршрут из России, а виновных тогда так и не назвали. Уже спустя время западные СМИ писали о проукраинской группе, но Киев все отрицал. Американская разведка тоже утверждала, что доказательств участия украинских властей нет. Кроме того, год назад в Германии выдали ордер на арест еще одного подозреваемого – украинского инструктора по дайвингу, которого следствие называет Владимир З. Однако задержать его не удалось. Режим повышенной боевой готовности. Литва закрыла небо у границы с Белоруссией. Обеспокоенность Вильнюса вызвали дроны, которые нарушили воздушное пространство страны, и масштабные российско-белорусские военные учения «Запад-2025», которые стартуют в сентябре. Отныне часть воздушного пространства вдоль границы с Белоруссией закрыта. Какая именно, не уточняется, несмотря на то, что общая граница двух стран протяженностью более 500 километров. Теперь любые полеты в приграничной зоне возможны только с разрешения главнокомандующего вооруженных сил. Запрет действует до 1 октября. Это было сделано с учетом ситуации в сфере безопасности и угроз обществу, включая риски для гражданской авиации, связанные с нарушениями воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами, а также необходимостью создания нужных условий для выполнения вооруженными силами Литвы задач, установленных законом в мирное время, в ответ на такие и аналогичные нарушения воздушного пространства. В учениях «Запад-2025» примут участие около 30 тысяч военных России и Беларуси. Для сравнения, в 2021 году в маневрах участвовали 200 тысяч человек за несколько месяцев до начала войны в Украине. Литовская армия повышает боеготовность, несмотря на то, что Лукашенко заявлял, что учения будут проходить далеко от границ со странами НАТО, чтобы продемонстрировать, что никто ни на кого нападать не будет. В Североатлантическом альянсе уже заявляли, что готовы отразить любую ответную атаку.
Россия строит гигантский военный объект в 25 километрах от границы с НАТО. В Калининградской области замечено строительство масштабного комплекса, который эксперты уже называют одним из крупнейших проектов Москвы в сфере радиоразведки за десятилетия. По данным расследовательской платформы «Точный», неподалеку от Черняховска возводится кольцевая антенная решетка диаметром до 1 километра 600 метров. Спутниковые снимки показывают вырубленный лес, новые дороги, заборы и котлованы под мачты. Строительство началось еще с весной 2023 года. И, судя по масштабам, речь идет не о локальной базе, а о стратегическом проекте, который резко усиливает возможности России в регионе. Для НАТО это сигнал. У границ Альянса появляется новая система, способная слушать военные коммуникации. Новый объект виден из космоса, отмечают расследователи. Диаметр объекта может достигать до 1600 метров, что в несколько раз больше обычных комплексов этого типа. После завершения стройки, как уточняют расследователи, Россия сможет перехватывать радиосвязь НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, а также наладить более надежную связь с подлодками в Балтийском море и северной части Атлантического океана. ОСИНТ-аналитики напоминают, что Калининград – это не обычная российская область, это самый западный эксклав Российской Федерации, милитаризованный и являющийся базой Балтийского флота. Регион служит стратегической передовой базой для передовых систем ПВО, таких как С-400, а также платформы ракет «Искандер», способных нести ядерное оружие. Российские войска не получат Сумскую область. В этом уверен Зеленский. Накануне он заявил, что в нынешних реалиях и в течение нескольких месяцев войск ВС РФ вообще не будет в Сумской области, которая граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России и где по приказу Путина должна была появиться буферная зона. Зеленский считает, что войска РФ не смогут удержать эти участки фронта, равно как и на Харьковском направлении. В то же время Путин меняет генералов. Наступление на Сумы и Харьков доверили генералу, бомбившему Сирию, пишет издание Moscow Times. В Кремле пошли на рокировку. По приказу Кремля новым командующим группировки «Север» стал генерал-полковник Евгений Никифоров. При этом с поста сняли генерала Александра Лапина, которого неоднократно критиковали, в том числе Z-блогеры. Его считают виновным в том, что он проспал украинское наступление в Курской области, распустив Совет по обороне региона, а в сентябре 2022 года был ответственным за потерю позиций войск России в Харьковской области. Трамп дает заднюю и временно отходит от переговоров о мире между Россией и Украиной. Москва и Киев теперь самостоятельно и без его помощи должны организовать встречу Путина и Зеленского. Но эта встреча должна состояться. Ее ждут в Белом доме, называя следующим этапом на пути к миру. Об этом пишет The Guardian. Нежелание Трампа подталкивать Путина и Зеленского к встрече связано с тем, что в последние дни он признал, что прекращение войны в Украине оказалось сложнее, чем он ожидал, после того, как на предвыборной кампании в прошлом году он заявлял, что сможет добиться этого за 24 часа. При этом Трамп снова ведет отчет. Его знаменитые 2 недели стартовали вновь. По истечению этого срока американский президент обещает не санкции, а новый подход. Я дам вам знать примерно через 2 недели. Мы узнаем так или иначе. После этого, возможно, придется изменить тактику, но посмотрим, скоро узнаем. При этом в Москве накануне заявили, Путин действительно готов встречаться с Зеленским, но к этой встрече нужно подготовиться. Кроме того, Лавров обратился к Киеву и намекнул, что Зеленский может выполнить одно условие – отменить запрет на свои переговоры с Путиным. Он до сих пор не отменил свой указ 3-летней, по-моему, давности, которым прямо запрещается вести переговоры с Путиным. И явно вот такая его активность на предмет организации саммита с российским руководителем, она тоже имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса, подменить такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле «Квартал 95» и прочих трюков, которыми украинский руководитель, нынешний так называемый, пользуется весьма и весьма активно, боясь, что внимание к нему будет падать, как это уже происходит. Но наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе
и с господином Зеленским. В Киеве же считают, что встречи будут ждать долго, а Путин намеренно затягивает процесс. В офисе Зеленского при этом дали понять, де-факто признают потерю украинских территорий, но не юридически. Украина согласна на заморозку войны. Предварительная позиция Украины такова. Мы понимаем, что один из базовых сценариев выхода из этой войны – это замораживание конфликта вдоль линии фронта. Речь идет о территориях, которые сегодня де-факто оккупированы Россией. Они останутся таковыми. А затем будет большая работа через экономические, дипломатические и другие инструменты для возвращения этих территорий в Украину. Но де-юре они останутся украинскими. В офисе Зеленского также заявили, что после войны украинскую армию надо укрепить, увеличить военное производство, США должны помочь прикрыть небо над Украиной, а еще Киев должен разместить ракеты, которые могут поражать дальние цели на территории России. Помощник Зеленского Ермак заявляет, что больше 3 стран Европы готовы отправить своих солдат в Украину. При этом в Украине отказались от идеи проводить референдум о территориях. Ермак также заявил, что Путину не удалось превратить Украину во вторую Беларусь. Мы не собираемся и не намерены уступать ни пяди земли. Но мы реалисты. Часть территорий оккупирована, и пока мы не можем освободить их военным путем. В то же время мы хотим завершить войну и предотвратить ее повторение. Зеленский обсудит это с Путиным. С американцами согласовано, что саммит пройдет без предварительных условий. Путин уже пошел на компромисс. Об уступках говорят близкие к переговорному процессу. Теперь Кремль не просит вывода ВСУ из Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на источники в Кремле. Киев тогда назвал эти условия фактической капитуляцией. Теперь, утверждают источники, Путин требует, чтобы Украина полностью ушла с оставшихся под ее контролем территорий Донбасса. Взамен Москва готова заморозить нынешние линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. При этом в материале говорится, что война может не завершиться, и вот при каких условиях. Давайте послушаем. По словам источников, саммит в городе Анкоридж стал лучшей возможностью для мира с начала войны, так как Путин показал готовность уступить. Путин готов к миру, готов к компромиссу. Именно это он передал Трампу, сказал один из собеседников. Но в Кремле не уверены, что Киев согласится отдать оставшуюся часть Донбасса. Если нет, война продолжится. Неясно также, признают ли США контроль России над захваченными территориями. Напомню, что Россия также против Украины в НАТО, а также требует признать русский официальным. Это требование накануне Зеленский отверг, назвав украинский единственным государственным. Итак, что думаете о заявлениях Ермака и Подоляка, а также о словах Лаврова, который вспоминал запрет Зеленского на переговоры с Путиным? Поделитесь своей точкой зрения в комментариях, поставьте лайк этому видео, если не сложно, а также не забудьте подписаться. А я продолжаю. Флот России нанес удар. Москва заявляет, что цели поражены. Экипаж фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота провел стрельбы в акватории Японского моря. В цель ушли крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные «Уран». Несуществующая цель была уничтожена. Минобороны России сообщила, что пуски прошли в рамках масштабных учений. Контекст придает дополнительный накал. Именно сейчас в Японии обсуждают возможность пересмотра 3 неядерных принципов давнего табу на производство и размещение ядерного оружия. В то же время в Украине Зеленский сделал официальное заявление и подтвердил информацию, которая ранее появлялась в СМИ. Киев уже успешно провел испытания новой ракеты «Фламинго». На Банковой говорят, что это самая дальнобойная и эффективная ракета, которая есть сегодня у страны. Она способна преодолевать до 3000 километров. В Украине обещают рассказать о ракете больше, когда, далее цитата, «настанет ключевой момент». Каждый шаг под увеличительным стеклом. Силовики Казахстана начинают тотальную слежку. В республике усилили контроль за пассажирами. Каждый билет под надзором государства. С 31 августа в стране вступают в силу обновленные правила передачи данных о поездках, сообщает Tengri Travel. Теперь сведения о пассажирах самолетов, поездов и морских судов будут автоматически стекаться в единую госбазу. Связку с полицией и спецслужбами. Фамилия, паспорт, маршрут, контакты, номер рейса, место в салоне,
телефоне, даже багажная бирка и способ оплаты билета. Все это сохранится в системе. Информация о поездках будет отправляться в госорганы несколько раз в сутки. В Минтрансе заявляют, это не новые требования, а лишь адаптация к международным стандартам. Но на деле контроль за перемещениями граждан становится почти тотальным. Официальная цель – безопасность, борьба с терроризмом и организованной преступностью. Однако для людей это звучит проще. Каждый шаг пассажира теперь будет под пристальным взглядом государства. И напоследок интересная история из Беларуси. Мужчину, который исчез 19 лет назад и много лет назад был признан умершим, нашли живым, но не совсем здоровым. И именно проблемы со здоровьем помогли раскрыть громкое дело. Белорус исчез в 2006 году, не вернувшись с работы. Позже выяснилось, в день исчезновения мужчина проиграл в казино несколько тысяч долларов, имел любовницу и черную кассу в бизнесе. В семье были ссоры. Машину, на которой он уехал, нашли, но сам он словно растворился. Спустя годы его имя фигурировало в Интерполе, а в 2011-м семью убедили – шансов нет, нужно признать его мертвым. Но в мае этого года так называемый покойник оказался в больнице Смоленска с сердечным приступом. При себе имел просроченный белорусский паспорт. Как выяснилось, все это время он жил в глухой деревне с новой женщиной вдали от цивилизации и родных. Несмотря на такой хэппи-энд, сейчас мужчина не готов к встрече с прежней семьей. Его детям, которые считали, что отца уже давно нет в живых, в 2006 году было всего 13 и 14 лет. Друзья, спасибо вам за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите.